Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии принято решение о повышении платы за удостоверение личности. Это обязательный документ подорожает почти на четверть. Отказаться от него просто нельзя. После новых заявлений Дональда Трампа о дополнительных пошлинах Пекин дал жесткий ответ. Торговые миры снова бьют по глобальным цепочкам и экспортным рынкам. И это еще не все. В Германии опубликована статистика, согласно которой иммигранты из Индии, внимание, сегодня зарабатывают больше коренных немцев. И такой разрыв в доходах становится предметом открытых споров. И напоследок, под Берлином крупнейшая европейская гигафабрика Tesla испытывает снижение спроса, трудности с кадрами и напряженность в отношениях с профсоюзами, что ставит под вопрос дальнейшее развитие завода. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии дорожает документ, который обязан иметь каждый. Правительство Фридриха Мерца решило повысить плату за удостоверение личности. Сейчас оно, напомню, стоит 37 евро, скоро будет 46 евро. Почти плюс 25%. Это просто за пластиковую карту с чипом. Это не выбор и не услуга по желанию. Без этого документа, как вы знаете, нельзя жить в Германии легально. То есть сегодня ни бланк, ни арендодатель, ни государственная служба без него не работают. Теперь за обязательный документ потребуется платить больше, чем прежде. Власти объясняют повышение просто. Государству все стало дороже обходиться. Это оборудование, персонал, цифровые системы, поэтому деньги хотят взять с граждан, нас с вами. Но именно здесь и возникает конфликт. Профсоюзы открыто возмущены, по их словам, людей заставляют оплачивать технику и цифровые проекты государства, которые им самим могут вообще не нужны. Фактически еще один обязательный платеж сверху без возможности отказаться. Особенно болезненно это бьет по семьям. Документ, напомню, обязательный для всех старше 16 лет, а значит платить придется сразу за несколько человек. Если добавить пересылку по почте, сумма легко переваливает за 50 евро. Люди интересуются, почему стоимость обязательного документа растет и нет возможности отказаться, и как это повлияет на расходы граждан в будущем. Это решение еще могут остановить федеральные земли, но если этого не произойдет, повышение вступит в силу в ближайшее время. И тогда каждый житель Германии почувствует это буквально на собственном кошельке. Следующая новость, одна из самых важных для Германии, международный торговый конфликт снова обостряется. После того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о новых дополнительных пошлинах, которые могут затронуть страны, торгующие с Ираном, кстати, включая Китай, Пекин уже дал официальную реакцию на новые пошлины. Напомню, что Китай неоднократно критиковал такие шаги Вашингтона, как односторонний и разрушающий мировой торговый порядок. Он настаивает, что такие пошлины могут повлиять на глобальной цепочки поставок и экономический рост, и заявила о намерении защищать интересы страны в рамках международных правил. При этом товарооборот Китая с миром, напомню, продолжает показывать силу. В 2025 году страна закончила год с рекордным торговым профицитом примерно в 1,2 триллиона долларов, укрепляя свою роль экспортоориентированной экономики, несмотря на американские тарифы и давление. Экспорт в страны Азии, Африки и Европы увеличился, что стало серьезным сигналом для рынков и конкурентной среды. На самом деле такая реакция Пекина – это не только слова. Я вам неоднократно уже рассказывал, что в прошлом Китай вводил взаимные пошлины на американские товары, контрмеры против компаний и ограничения на стратегические материалы. Эти ответные шаги повлияли на отдельные отрасли и отразились на фондовых индексах на международных рынках. Поэтому это не локальный какой-то спор, а новая волна экономического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Каждое повышение пошлин со стороны Вашингтона вызывает ответ Пекина, и это отражается на ценах, цепочках поставок и глобальных рынках. Для Германии и для Европы это означает необходимость каждый раз пересматривать торговую стратегию, дублировать свои поставки и страховать риски, потому что вы лучше меня знаете, что такие торговые войны не обходят стороной никого из нас. Следующая новость связана с неожиданной статистикой зарплат. В Германии на фоне разговоров о дефиците рабочих мест иммигранты из Индии получают здесь самые высокие зарплаты среди всех групп занятых. Согласно последнему исследованию, индийцы в Германии в 2025 году заработали около 5393 евро брутто в месяц, и это, кстати, больше, чем немцы. Для сравнения, напомню, средний немец получает около 4177 евро. Важно отметить, что это закономерная ситуация, а не резкий скачок зарплат. Причина в том, что чуть более трети индийцев работает в технических и научных профессиях, то есть IT, инженерия, математика и других высокооплачиваемых МИНТ-сегментах.
Эти профессии очень востребованы в Германии, где острая нехватка инженеров, программистов и специалистов по технологиям. Такая ситуация вызывает двойственные реакции в немецком обществе. С одной стороны, это история успеха, то есть квалифицированные мигранты не только находят работу, но и зарабатывают больше средней по стране. Многие из них пришли сюда через университеты и остались работать, спасая немецкие компании от кадрового коллапса. С другой же стороны, это вызывает напряжение на рынке труда. Немцы, особенно молодые специалисты или люди без высшего технического образования, чувствуют, что высокооплачиваемые позиции уходят на пользу иммигрантов, и это усиливает споры о миграционной политике, доступе к рабочим местам и поддержке собственных кадров. Эксперты из Института немецкой экономики отмечают, что привлечение иностранных высококвалифицированных сотрудников – это не просто миграционная программа, а ответ на структурный дефицит квалифицированных рабочих в ключевых секторах экономики. Однако для части населения это вызывает вопрос о справедливости оплаты труда и усиливает обсуждение миграционной политики в Германии. И еще один социальный контраст. В то время как индийские специалисты, как я сказал, получают свыше 5000 евро в месяц, некоторые германские рабочие средней профессии остаются в зоне 4000 евро и ниже, а зарплаты в других группах мигрантов значительно ниже среднего. Именно это сегодня усиливает обсуждение в Германии о справедливости и доступности высокооплачиваемых рабочих мест на рынке труда. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. На крупнейший европейский завод Tesla, гигафабрика в Грюнхайде под Берлином, нависла реальная угроза закрытия. Сегодня там производство испытывает трудности, и если ситуация не изменится, это может сказаться на работе завода. Изначально этот завод, я напомню, задумывался как основа Tesla в Европе, то есть здесь должны были производить электромобили для всего континента, снижать транспортные расходы и обходить пошлину. Но спрос на электромобили в Евросоюзе резко упал, и продажи в 2025 году оказались ниже уровня даже 2022 года, когда завод только открывался. Сейчас гигафабрика работает с убытками или едва покрывает расходы, и смысл ее существования оказался под вопросом. Также в компании растет внутренний конфликт. Внимание, перед важными выборами в рабочий совет руководство уже намекало, что если победит промышленный профсоюз металлистов и Гэмметал, планы по расширению или даже дальнейшей работе завода могут пересмотреть или заморозить. Это свидетельствует о наличии напряженности между инвесторами Tesla и трудовым коллективом. Ситуацию осложняют еще два фактора – это давление на сотрудников и жесткие правила по больничным, которые критикуют профсоюзы как нечеловеческие. Трудности с наймом и удержанием персонала, когда Tesla не может заполнить даже половину планируемых рабочих мест. На этом фоне завод теряет свою стратегическую ценность для компании. Планы по расширению производства батареи и увеличению мощности также под угрозой. Для Германии это вызов не только для рабочих мест, так как гигафабрика стала символом крупных иностранных инвестиций, и теперь ситуация требует пересмотра планов, и важно, что в это же время местные автопроизводители получают поддержку, и, соответственно, их позиция на европейском рынке укрепляется, что усиливает контраст и ощущение напряжения в автомобильной отрасли. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.